Привет! Привет, друзья! Продолжаем снимать видео по заявкам наших дорогих зрителей. Да, нас уже месяц почти назад нас просили приготовить что-нибудь из кролика. И вот этот день настал. Мы вообще очень любим готовить из кролика, потому что специалисты говорят, что это одно из самых полезных видов мяса. В нем содержится белков больше даже, чем в курице. А уж про витамины, микроэлементы ходят просто легенды. Это британский ученый. Да, ну мы поверим специалистам на слово. Наш принцип — главное, чтобы было вкусно, просто и быстро. И мы постараемся так его и приготовить. Дело в том, что мы сегодня будем готовить кролика в сметане. Вы скажете, что кролик в сметане – это классика жанра, да. Но мы будем готовить, опять же, по своим рецептам, со своей изюминкой и со своими нововведениями. Надеемся, что и вам понравится. Поехали! Начинаем с разделки кролика. Сначала отделяем передние ножки. Делается все очень легко, с помощью маленького острого ножа. Рубить ничего не надо. Все части кролика складываем в глубокую емкость. Затем отделяем задние ножки. Нащупываем сустав и аккуратно его отделяем от сухожилий мяса. Теперь срезаем брюшину. По мне, так это самая вкусная часть кролика. Впрочем, кому как. Некоторым больше по вкусу ножки. Осталось разобраться с основной частью. Делаем надрезы по нижним ребрам. И просто ломаем по позвоночнику. Разрезаем с обратной стороны и все. Как и обещали, рубить ничего не придется. Эту часть точно так же делим пополам. Можно отрезать еще пару кусочков, отделяя по 3-4 ребра. И вуаля, все готово. Посолим по вкусу. Присыпем парой ложек муки. И как следует все перемешаем, чтобы каждый кусочек кролика покрылся мукой. Кусочки кролика готовы к обжарке. На разогретую сковородку выливаем немного растительного масла. Добавляем грамм 30 сливочного масла. Как только масло растопится, начинаем выкладывать кусочки кролика. Выкладываем так, чтобы все кусочки соприкасались с поверхностью сковородки. Жарим на сильном огне. Как только образовалась корочка, переворачиваем каждый кусочек и даем ему обжариться со второй стороны. Вторая сторона тоже покрылась поджаристой корочкой. Перекладываем кролика в кастрюлю, в которой мы дальше будем его готовить. Кролик ждет своего часа, а мы пока нарежем на полукольца 2 средние луковицы. Выкладываем лук на сковородку, на которой жарили кролика.
Тушим его на небольшом огне. Когда лук станет прозрачным, добавим полстакана воды и дадим ему еще потушиться, пока вода не выпарится. Теперь выкладываем нарезанные крупные грибы. Это могут быть шампиньоны или другие грибы, но мы предпочли вешенки. Накроем крышкой и дадим им еще 15 минут тушиться. Затем добавляем 200 грамм жирной сметаны и все как следует перемешаем. Посолим, поперчим и еще раз перемешаем. Осталось добавить несколько веточек тимьяна . Закрыть крышкой и оставить еще минут на 10-15. Соус для нашего кролика готов. Теперь настало время все объединить. Заливаем в кастрюлю 130 мл воды, 130 мл белого сухого вина и, наконец, наш соус с луком и грибами. Закрываем крышкой и тушим на медленном огне не менее часа. Прошел час, и наш кролик в сметанном соусе готов. Снимаем его с плиты и можно сервировать. Это такое деревенское блюдо, что лучше всего оно смотрится в простой керамической посуде. Выкладываем кусочки кролика и забываем грибочки с луком. Украсим наше блюдо веточками тимьяна . И можно подавать к столу. Приятного аппетита! Ну, давай побыстрее пробовать. Я буду оттягивать момент. Так. Так, берем кусочек. Смотри, какое получилось нежное мясо. Прямо на волокна расходится. Да и соус у нас получился густой, потому что мы хорошо обваляли куски кролика в муке. Но если хотите погуще, можете прямо в соус добавить столовую ложку муки. Ну, пробуй. И я попробую. Мясо нежнейшее, ароматное. Слов нет. Божественно. Ребята, готовьте такое жаркое из кролика. Не пожалеете. Самое главное, очень просто, при минимуме ингредиентов, достаточно быстро. Да. Ешьте на здоровье. Рекомендуем. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых потрясающе вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!